каждый вагон по аптечке. С 1 ноября в соответствии с приказом Минздрава России все поезда дальнего следования и пригородного сообщения должны быть оснащены спецкомплектами для оказания первой помощи пострадавшим на железнодорожном транспорте. Есть ли они сегодня во всех составах, проходящих через станцию Набережные Челны, и что в них находится, сейчас узнаем. От расстройства желудка есть тоже. Ну, может, у кого-то чего-то, аллергия бывает. Я сама аллергетик, ваши таблетки тоже Валентина Косикина уже 25 лет работает проводником. Говорит, у пассажиров бывали порезы, головная и зубная боль. А потому она всегда, на всякий случай, возит с собой упаковки таблеток. Бывает всякое, и сама едешь в вагоне тут с людьми, и расстояние такое трясет, и голова начинает болеть. Перед поездкой лекарствами запасаются и многие пассажиры. У меня с собой, я сама ходячая аптека. Если только у ребенка, а так в основном у всех у пассажиров там есть аптечки, кто с детьми ездит. Но люди берут с собой только те препараты, которые нужны лично им. А власти позаботились о том, чтобы в поездах было все необходимое для спасения пассажиров в случае ЧП. В соответствии с постановлением Минздрава России с ноября аптечками должны быть оснащены все вагоны. По первому требованию предоставляется каждому пострадавшему для оказания первой доврачебной помощи. Куйбышевская дирекция моторвагонного подвижного состава закупила 125 комплектов медикаментов, и набор медицинских средств в них даже больше, чем требует законодательство. Несмотря на то, что аптечка с виду небольшого размера, в нее помещаются лекарства из 11 групп препаратов. Здесь есть и кровоостанавливающие, и сердечно-сосудистые, и антисептические средства. Обратиться за помощью пассажир может практически при любых недомоганиях. Для поездов дальнего следования предусмотрено 2 комплекта. Один общий для всего состава, в котором есть даже носилки и фиксирующие шины, а другой для каждого вагона. Кроме того, в случае необходимости начальник поезда может вызвать скорую к ближайшей станции. Анна Кондратова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.